Стояла холодная, невероятно темная осенняя ночь. Тишину кладбища нарушал лишь надрывный вой собаки у вырытой несколько дней назад могилы. Звук был настолько пронзительным, что казалось, он идет не из горла, а прямо из сердца. Днем выть собаки не давали охранники кладбища, чтобы она не пугала посетителей. А она молча сидела у могилы, но все равно выла, только внутри себя, не давая боли выйти наружу. А ночью собачья душа вырывалась из плена и кричала, что есть силы. Продолжался этот скорбный вой уже 5-е сутки. Звали этого пса Малыш. Он был настоящим, верным другом для старенькой женщины Тамары Петровны. Умерла Тамара в больнице 5 дней назад. Было ей 82 года. Сказались давние проблемы с сердцем. Она всю жизнь боролась с ними, но в конце концов, изношенное годами и тяжелыми испытаниями сердце не выдержало. Малыш с самого рождения жил с Тамарой. Она нашла его в коробке на помойке 10 лет назад. Пес и его брат, только родившиеся, были безжалостно выкинуты на улицу жестокими людьми. Тамара взяла себе малыша, а его брата забрала соседка и давняя подруга Тамары, Наташа. В памяти малыша навсегда останутся заботливые руки хозяйки, которыми она отпаивала его из бутылочки теплым молоком и нежно гладила по голове. Она все время заботилась о нем, как о ребенке. А пес был безмерно благодарен и дарил Тамаре радость, любовь и преданность. Смерть хозяйки была для него ударом огромной силы, который далеко не каждый человек сможет вынести. Пес до последнего надеялся, что хозяйка выживет. Он часами кружил около серых стен больницы, где лежала Тамара, и ждал чуда. Но чуда не произошло. Малыш помнит, как дрожал до костей от пронизывающего ветра, когда хоронили его хозяйку. На сельском кладбище было многолюдно, собрался почти весь поселок. Тамару Петровну знали и любили многие. Она была замечательным учителем начальных классов. Всю жизнь проработала в местной школе. Выучила, можно сказать, половину поселка. Многие из собравшихся не сдерживали нахлынувших эмоций, давая волю слезам. Малышу от одиночества и тоски стало так плохо, что казалось, он прыгнет в могилу вслед за хозяйкой. Но нет, он не может этого сделать. Он должен выполнить последнюю волю своей горячо любимой Тамары. Когда ночью у Тамары Петровны случился сильнейший сердечный приступ, она собрала последние силы и сумела вызвать скорую помощь. А еще смогла на листке бумаги написать несколько слов. Понимая, что вот-вот рискует потерять сознание, женщина позвала собаку. «Малыш, смотри и слушай внимательно. Я кладу тебе записку под ошейник. Обязательно передай ее нашей соседке Ирине. Ты меня понял?» Пес утвердительно мотнул головой. За 10 лет совместной жизни он научился понимать хозяйку с полуслова. Ирина — это дочь Наташи, той самой подруги Тамары Петровны, которая взяла к себе брата малыша. Наташа не стала 5 лет назад, и теперь дочь с мужем и собакой живут в ее доме. Их дети давно выросли и разъехались по разным городам. К сожалению, когда с Тамарой Петровной случилось горе, Ирина находилась в гостях у сына Дениса и смогла приехать лишь сейчас, после похорон. «Малыш, привет! Как ты, бедняжка, без хозяйки? Голодный, наверное. Ты прибегай к нам, и жить у нас можешь», — сочувственно предложила Ирина, увидев малыша перед дверью своего дома. Пес ответил ей жалобным лаем и всем видом пытался показать, чтобы женщина посмотрела на его ошейник. «Что, дорогой, хочешь, чтобы тебя погладили?» — спросила добродушная Ирина, проведя рукой по шерсти собаки. Малыш отчаянно замотал головой, как будто пытался с себя что-то скинуть. «Нет, тогда что? Наверное, ошейник шею трет?» — спросила женщина. Пес вмиг встрепенулся, подпрыгнул и завилял хвостом.
В следующее мгновение Ирина опешила настолько, что не знала, что сказать. Из-под ошейника выпала сложенная бумажка, на которой было написано рукой Тамары Петровны 3 слова «Лера в опасности». Буквы последнего слова были написаны коряво, небрежно, как будто у человека, его написавшего, дрогнула рука, а дальше предложение обрывалось. Ирина несколько раз прочитала записку, пытаясь понять смысл. Вдруг она вспомнила, что у Тамары Петровны есть внучка Лера. За несколько дней до отъезда к сыну Денису она разговаривала со старушкой, и та сказала, что совсем скоро Лера должна приехать сюда. О личной жизни Тамара Петровна не любила говорить. С детства она мечтала о большой и дружной семье, но все вышло не так, как мечталось. На неудобные вопросы всегда отвечала: «Я замужем за работой». Ребенка все же родила для себя в 40 лет от приезжего агронома. Но как только тот узнал, что Тамара беременна, в тот же день собрал вещи и уехал. Так и не вышла Тамара замуж, но все равно была счастлива, что у нее наконец-то будет ребенок. Дочку назвала Ольгой в честь своей мамы, но и здесь ее подстерегала неудача. Выросла Ольга равнодушной, наглой и чересчур самоуверенной девушкой. Виновной в этом Тамара Петровна считала себя, потому что постоянно пропадала на работе, и девочка осталась без должного внимания. Оля выпорхнула из дома очень рано, в 16 лет. Глядя на мать, у которой не было личной жизни, девушка считала поиск достойного ее мужчины своей первоочередной и, как оказалось, единственной задачей. Работать она не желала. За 30 лет, что прошли после отъезда из дома, Оля навещала мать не более 3 раз. Зато регулярными были ее обращения за деньгами. О себе она рассказывать категорически не хотела. Единственной радостью в жизни Тамары Петровны стала внучка Лера. «Мое солнышко», так часто называла ее старушка за золотистый, редкий цвет волос. Да и сама Лера излучала свет и тепло. Она, в отличие от матери, любила приезжать к бабушке, а потом и к малышу. Пес чувствовал ее приезд, едва девушка подходила к дому, бежал на улицу навстречу к ней. Когда Тамаре Петровне исполнилось 82 года, и сердце стало болеть все чаще и чаще, она впервые задумалась о завещании. Не сомневалась в том, что завещает все Лере, единственному любящему ее родному человеку. А передать по наследству было что? Кроме большого дома в деревне была еще квартира в городе и накопленная годами солидная сумма на счету в банке. Тамара ужасно корила себя за то, что не сделала завещание раньше. Но лучше поздно, чем никогда. Вот Лера приедет и сразу оформлю завещание, твердо решила старушка. Ирина совсем немного из рассказов матери Наташи знала о личной жизни Тамары Петровны. И ей было невдомек, почему пожилая женщина оставила такую странную предсмертную записку. Почему Лера оказалась в опасности? Что за опасность? Преступники, что ли, за ней гонятся? Если бы она знала, как была права, только преступниками оказались не какие-то бандиты, а близкие люди. Малыш знал, о чем переживала его хозяйка, когда писала записку. Да вот только сказать по-человечески он не мог. Лишь боль и грусть навсегда поселились в душе собаки. Ирине по-настоящему было жаль малыша. Такой раньше был веселый и общительный пес, а сейчас он выглядит как человек, переживший большое горе. «Пойдем, малыш, хотя бы поешь у нас», — предложила Ирина. Пес согласился, но не потому, что хотел есть. Просто так нужно. Хозяйка бы не одобрила его поведение, если узнала, что он голодает. Ночевать у Ирины наотрез отказался. Вновь собрался бежать на кладбище, но истощенное от переживаний и бессонных ночей тело не слушалось. Пес вернулся в пустой дом, рухнул на пол и уснул. Во сне ему приснился последний день жизни хозяйки в этом доме.
Пес помнил все до мелочей. С каким нетерпением они в этот день ждали Леру. С раннего утра в квартире стоял волшебный аромат пирогов, приготовленных руками Тамары Петровны. Лерочка их очень любила. Вместе с хозяйкой они отсчитывали часы до приезда девушки. Вот только не думали они, что этот приезд станет для них роковым. Ближе к полудню раздался громкий стук в дверь. Но на пороге стояла не Лера, а незнакомая малышу женщина с недовольным выражением лица. Она сразу ему не понравилась. Он громко зарычал и залаял. Женщина попятилась к стене и закричала: «А ну, убери свою шавку!» Совсем на старости лет из ума выжила. Тамара Петровна махнула рукой, и малыш нехотя замолчал. Ворвавшаяся в дом женщина продолжила разговор. «Ну, здравствуй. Что молчишь? Не узнала, что ли?» Старушка побелела и дрожащим голосом произнесла: «Ольга». Женщина, злобно ухмыльнувшись, сказала: «Да, Ольга, дочь твоя. Что, не ожидала меня увидеть? Леру ждешь?» Последний раз дочь появлялась здесь лет 14 назад, еще до появления в доме малыша. Приехала не потому, что соскучилась, а чтобы выпросить очередную порцию денег. Тамара Петровна с детства привыкла к бережливости. И деньги с пенсии берегла. Небольшую их часть она откладывала. Лерочке потом пригодятся, одни похороны вон сколько стоит, рассуждала старушка. Но Ольга тогда заявила, что деньги ей нужны на срочную платную операцию. Отказать ей Тамара Петровна не смогла. А сейчас что? Наверное, снова деньги. Постарела то как. Все-таки годы берут свое. Вздохнув, подумала Тамара: проходи, дочка. Зачем приехала? Помощь нужна. Приехала, чтобы образумить тебя старую. Ты что такое творишь? Ты зачем Лере квартиру и дом пообещала? Я твоя дочь, я наследница. И не смей передавать чужому человеку то, что мне причитается, закричала Ольга. Малыш терпеть не мог, когда его хозяйку обижали. Он снова зарычал и готов был наброситься на непрошенную гостью. «Скажи своему псу, чтоб заткнулся, или я за себя не отвечаю», — буркнула Оля. И Тамара успокоила собаку. «Оля, я тебе честно скажу. Да, я хочу завещать свое имущество, но не чужому человеку, как ты говоришь, а внучке. Она столько добра для меня сделала. Да и тебе будет легче. Дочка твоя уже жильем будет обеспечена», — пыталась убедить дочку Тамара Петровна. Оля покраснела и даже изменилась в лице, выкрикнув: «Да не дочь она мне, и тебе не внучка. Нет у меня детей». Тамара Петровна обескураженно смотрела на дочь и не могла промолвить ни слова. А Оля еще больше разозлилась, вываливая на бедную женщину свои неудачи в жизни. «Я лучшие годы отдала этому обманщику, назвавшему себя богачом. Жена у него умерла при родах. Видите ли, не хотел он девочку травмировать. Заставил меня оформить документы, будто я ее мать. А я и согласилась, глупая. Думала, в деньгах купаться буду. А он до ужаса скупой оказался. А еще перед тем, как умер, еще и в карты проиграл. Все имущество и ценные бумаги за долги ушли. Отписал мне только дачу заброшенную, да каплю денег, и то при условии, что буду содержать его дочь до 24 лет. Мне еще 2 года мучиться осталось. А Лера еще та мошенница. Только того и надо, чтобы ты завещание на нее оформила». Тамара Петровна слушала дочь со слезами на глазах и про себя шептала: «Господи, в какое чудовище она превратилась». Но когда Ольга стала поливать грязью Леру, старушка не смогла молчать. «Неправда, Лера не такая, и для меня она все равно самый родной и любимый человек. А я, значит, не родная и не любимая. Давно ли так стало? Как-никак дочь тебе или память от старости отшибла. Надоело мне перед тобой тут спектакль устраивать.
В общем, слушай сюда. Если ты завещаешь все ей, то сильно пожалеешь. Упрячу Леру так, что с собаками не найдете. Думай, пока не поздно». После этих криков с угрозами малыш больше не мог сдерживать ярость и ненависть, возникшую при виде этой женщины. Он с громким лаем кинулся к ней. Ольга испугалась и понеслась к двери. Долго еще на улице раздавались ее проклятия. Спустя минуту после ухода дочери Тамара Петровна схватилась рукой за сердце и медленно опустилась на колени. Малыш тут же подбежал к ней, словно говоря: «Чем тебе помочь, хозяюшка?» «Не переживай, малыш, уже отпустила. Сейчас еще лекарство выпью и все пройдет», — утешала питомца Тамара Петровна, хотя уже и сама себе не верила. Ее сердце кричало от боли, которую ей нанесла дочь. И никакое лекарство здесь не поможет. А ночью случился тот роковой сердечный приступ, после которого старушка попала в больницу и домой уже не вернулась. В эту секунду пес встрепенулся, очнулся от сна. Невыносимо больно еще раз вспоминать все, что произошло. Малыш до сих пор не понимал, как будет жить без своей любимой хозяйки. Единственное, что он знал точно, нужно спасти Леру, как хотела Тамара и он сам. Наутро пес призывно лаял у дверей дома Ирины. «Малыш, привет! Ну как ты? Пойдем к нам, покушаешь», — ласково сказала женщина. Пес зашел в дом, подбежал к столу, где лежала та самая записка, зажал ее между зубами и вернулся к Ирине, глядя на женщину таким умоляющим взглядом, что ни в чем отказать ему было невозможно. Да и сама Ирина вместе с мужем Андреем вчера уже обсуждала случившееся. «Ира, не знаю, в чем дело, да только Тамара Петровна просто так такие слова писать бы не стала. Тем более, как сказали односельчане, не было Леры на похоронах. Наверняка это неспроста. Я знаю, что лучший друг нашего сына Дениса служит в полиции. Давай обратимся к нему. По крайней мере узнаем, где сейчас Лера», — рассуждал Андрей. Ирина была согласна с каждым словом мужа. Душа Тамары Петровны не найдет покоя, пока не осуществится ее воля. «Ах, ты какой молодец, малыш!» — воскликнула Ирина. «Мы с мужем решили, что поедем в город и найдем Леру. Ты с нами». Пес мгновенно все понял, подпрыгнул на месте и завилял хвостом. Ирина и Андрей даже не догадывались, как они правы в том, что решили действовать незамедлительно. Ольга, узнав о смерти матери, даже на кладбище не появилась, зато моментально пошла к нотариусу. «Виктор Николаевич, можно? У меня мать умерла, я ее единственная дочь, ведь я имею право на наследство?» — спросила женщина с надеждой в голосе. «Да, конечно, имеете. Но давайте на всякий случай все проверим». Через несколько секунд лицо нотариуса вытянулось от удивления. «Извините, но наследство оформлено по завещанию на другое лицо», — сказал нотариус. «Что? Не может этого быть, ты врешь», — кричала Ольга. В порыве ярости она бы и на нотариуса набросилась с кулаками, но тот вовремя опомнился и нажал кнопку вызова охраны. Когда эта старая успела сделать завещание, я же была у нее меньше, чем за 2 дня до смерти. Сейчас я устрою этой Лере, сама напросилась. Костьми лягу, но наследство ей не достанется, продолжала возмущаться Ольга. У Тамары Петровны последние 2 недели сильно пошаливало сердце. Вот и решила, не дожидаясь приезда Леры, оформить завещание. Как оказалось, это было абсолютно правильным решением. А Оля все не унималась и как заклинание повторяла: «Я что-нибудь придумаю, обязательно придумаю, избавлюсь от этой Леры, жилье и деньги будут моими». Малыш как будто чувствовал, что над головой Леры сгущались тучи. Он беспокойно целыми днями бегал за Ириной. Днем Ирине позвонил сын Денис. «Мам, я попросил друга помочь.
Полиция уже установила место жительства Ольги и выясняет, где находится Лера. Найдем ее. Зачем вам приезжать? Только лишние хлопоты. Сыночек, мы бы с папой не поехали, но вот малыш, пес Тамары Петровны, очень тоскует и рвется в город к Лере. Мы его привезем, да и тебя заодно повидаем, упрашивала Ирина. Через 2 дня к Ольге нагрянул полицейский наряд. Благодаря своей наглости и самоуверенности, женщина проявила хладнокровие, и ни один мускул не дрогнул на ее лице. Наглости и жадности ей не занимать. Совсем недавно с таким же видом она обманывала мать, рассказывая, что у нее нет жилья. Оказывается, это неправда. Она получила от мужа по наследству не только дачу и падчерицу, но и квартиру в центре города. Только одно выбило Ольгу из плана. Из-за спины одного из полицейских она увидела ту самую собаку, которая была в доме матери. Малыш тут же на нее зарычал. «Уберите этого пса!» — крикнула она. «Вы не командуйте, а отвечайте на вопросы. Здесь живет Лера Багрова, и где она сейчас?» — строго спросил полицейский. Ольга неохотно сквозь зубы сказала: «Ну, здесь живет. Откуда я знаю, где она? Ей не 5 лет, и за ручку давно водить не нужно. С подружкой какой-то сбежала. Ничего больше не знаю». При полицейских она, конечно, не показала своей бешеной тревоги, но внутри у нее все тряслось. Она тщетно напрягала мозги, но никак не могла понять, кто навел на нее полицию. Ведь только 3 дня назад обманным путем она спрятала Леру подальше от людских глаз. А сегодня вдруг на пороге полиция. Они никогда не были с Лерой ни друзьями, ни врагами. Вели себя как посторонние чужие люди. Когда девочка стала старше, сама догадалась, что Оля не ее настоящая мама. Просто мама не может так относиться к собственной дочке. Раздосадованному отцу не оставалось ничего другого, как рассказать правду. Но Тамару Петровну Лера полюбила как родную бабушку. Зная бабушкино больное сердце, девушка не хотела его разбивать и осталась в ее жизни также родной внучкой. После смерти отца Леры отношения падчерицы и мачехи окончательно сошли на нет, и только алчность и ненасытность Ольги заставили вспомнить о существовании девочки. Недавно, не выдержав больше соседства с мачехой, девушка сказала, что не будет жить с ней под одной крышей, и случайно проговорилась о словах бабушки про завещание. В Ольге со страшной силой взыграла жадность, граничащая с жестокостью. Она ничего не сказала Лере о своей поездке к Тамаре Петровне, а потом и ее смерти. Девушка тщетно пыталась дозвониться до бабушки. В назначенный день она не приехала из-за внезапно подхваченной простуды, боясь заразить Тамару Петровну. После болезни накануне отъезда вдруг с ней неожиданно разговорилась мачеха, сказав, что нашла на даче 3 брошенных кем-то щенков. «Если они тебе нужны, спасай, иначе я их утоплю», — заявила Ольга. Лера поверила ей, попавшись на очередную ложь мачехи. Ольга толкнула ее в темный погреб соседней с ними дачи. Хозяева уехали по контракту за границу, а ключи на время оставили Ольге. «Ничего, годик посидит. Кормить и поить буду, не умрет. Потом признают без вести пропавшей. Получу наследство, выпущу», — размышляла женщина. И даже приход полиции не заставил ее изменить своего решения. «Будут же искать на моей даче. Ничего не найдут», — думала она, но просчиталась. Действительно, полицейские, осмотрев дачу, собирались уезжать, но малыш почувствовал Леру и тут же прибежал к дверям соседней дачи. Начал громко лаять и скрести лапами о дверь дома. Девушка была спасена. Радости собаки и Леры не было предела. Малыш своими усилиями и стараниями выстрадал это спасение. Только радость оказалась недолгой. Когда Лера узнала о смерти бабушки,
Пронзительный крик из глубины души сотряс воздух. Слезы хлынули из глаз девушки. Как жаль, что ничего нельзя вернуть. Лишь через несколько дней Лера нашла в себе силы успокоиться. Нужно жить дальше, так, чтобы бабушка с небес смотрела и гордилась ею. Мачеху взяли под стражу. Прошел год. Начиналось раннее летнее утро. На кладбище у могилы сидели двое, малыш и Лера. Они теперь всегда были вместе. Лера приняла решение остаться в поселке. Луч солнца ярко озарил фотографию на памятнике. Им казалось, что в этот миг Тамара Петровна смотрит на них и улыбается. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.